Друзья, представьте себе одновременно две картинки: котельники в Подмосковье и пригороды Парижа. Стихийные рынки, молитвы прямо на улицах, свои патрули. Картинка почти один в один у вас получится, вы не ошибетесь. Мы всегда думали, что европейский гетто – это где-то там далеко, а в 2026 году Россия стремительно повторяет тот же путь. Опыт, который в Европе уже признали катастрофой, у нас почему-то активно внедряется. Что происходит на практике? Первое и самое важное, в анклавах формируется своя власть. Вместо полиции и суда вопросы решают советы старейшин и этнические авторитеты. Ну, у них так принято, не думал, что так принято будет и у нас. Конфликты, долги, семейные разборки – все решается внутри, без участия государства. Ну, что такое шариат, надеюсь, объяснять не надо. Шариат всегда, правила шариата, законы стоят выше любых других. Единственное, что сама эта религия, ислам, она позволяет ставить, допустим, какие-то законы выше шариата, то есть, скажем так, их учитывать, если это необходимо для выживания. Кстати говоря, в этом смысле религия очень мягкая, она очень любит своих адептов. Полиция туда часто просто не лезет. Второе, вытеснение местных, естественно, в этом есть интерес. Есть четкая механика, которую на Западе называют white flight, бегство белых. Как только в районе доля мигрантов переваливает за 20-30%, напомню, что при 5 уже создаются анклавы, это психологи еще говорят. Но когда за 20-30, а она переваливает, местные начинают массово продавать квартиры и уезжать. Замечательно, правда? В России, кстати говоря, все идет к тому же. Район очень быстро становится закрытым анклавом. Зрители в комментариях, вот вы пишете о том, что это тревожит вас на фоне того, что свои же ЖК и районы уже смахивают на подобные картинки. Дальше формируется полноценная инфраструктура параллельного общества. Свои парикмахерские, свои магазины, свой взгляд на Крокус Сити Холл. Там один парикмахер зашел, но, правда, зашел с автоматом, не с расческой. Свои молельные комнаты в подвалах, свое такси и доставка. Все это работает в серую зону. Не платят налоги в полном объеме, но активно пользуются больницами, школами и дорогами. На Западе это уже давно называют параллель societies, параллельное общество, societies. Самый острый момент – силовой фактор. Жители многих районов открыто говорят, что власть боится туда заходить. Когда анклав начинает диктовать свои условия, перекрывают дороги, устраивают массовые драки, оказывают сопротивление полиции. То же самое мы видим и в Швеции, где уже официально говорят о 65 no-go зонах, то, куда не стоит заходить, в которых шведские законы все чаще заменяются своими правилами, теми самыми шариатскими. В Стокгольме скорая и почта в некоторые районы отказываются даже заезжать. Получается, что мы повторяем европейские ошибки с опозданием всего в несколько лет. Только у нас это происходит еще быстрее из-за коррупции при выдаче паспортов и регистрации. Вопрос теперь стоит жестко. Можно ли еще эти сообщества интегрировать, или они уже стали полностью самодостаточными организациями? Я все про 5%. Если не интегрировано, уже 5% невозможно. Появляется больше, а в Россию, Бастрыкин это объявлял еще в 2024 году, завозят по миллиону в месяц только в 2 города. Ну, видимо, на всю страну, наверное, еще больше. То есть это колоссально. Я думаю, что про 5%, наверное, в каких-то районах и регионах уже поздновато говорить. А значит, их интегрировать после этого, ну тогда вообще неизвестно, кого в кого надо интегрировать. Тем не менее, они уже стали полностью самодостаточными организациями, нафиг не нужна ваша интеграция, которые живут по своим законам внутри страны, могут и сражаться за свое, они все это уже своим считают. Теперь вот скажите честно в комментариях, если в вашем городе, районе, место, ну вы мне это довольно часто пишете, но это помогает, когда вы еще раз на это напишите, это помогает мне для создания видео, опять же, каких-то ключевых моментов, также в комментариях указывайте, о чем говорите, где происходит. Ну, если отдельный комментарий, конечно же, могу проскочить, так иной раз, то есть сам не все успеваешь просмотреть, а
искусственный интеллект, он больше реагирует на то, что вызвало наибольшее внимание, больше всего комментариев, и тогда он сводную статистику мне дает достаточно подробную, отталкиваясь от которой я почти уверенно могу говорить на какие-то вещи. Я подгоняю, конечно, то есть я подыскиваю официальную какую-то информацию, но не мне вам, наверное, объяснять, что это официальная информация, если ее замалчивают. Ее не так много. Поэтому зачастую главными моими информаторами в самом замечательном, прекрасном социально ответственном плане являетесь вы. Поэтому не ленитесь, пишите. Тем не менее, мое обращение такое, что рассказывайте о том, где что вы видели, сами стараетесь уже не появляться после определенного времени. Если есть такие места, то говорите о них, потому что посмотрим. Потому что в России пока еще, по крайней мере, в Украине тоже сейчас уже начинаются попытки завозить туда вот именно исламских ортодоксов, так назовем мягко. Они уже начинаются, да, ну вот если такие места, просто, ну еще, да, культура совсем другая, и поэтому вот так, чтобы был закрытый район, ну, с Россией, ну вообще в славянских странах, наверное, будет сложновато. Поэтому и звучат там всякие Германии, Франции. Я вот не слышал, чтобы звучала Сербия, Словения там и так далее. Почему? Ну, либо это просто приведет к югославским конфликтам, да, почему? Потому что станет противостоянием, потому что этого никто не примет, что значит мне нельзя заходить в моей стране. Славяне на эти вещи очень предпочитают сказать, доведите его к черту, и все равно зайти. А потом это может привести к конфликтам. Так что как бы так сказать, да, с одной стороны, я не представляю себе, что это возможно, с другой стороны, сам озвучил новость, что уже, ну, правда, все равно где-то ближе, да, к Кавказу уже просто забрали какой-то район, поставили шлагбаум, и там живут по своему пошариату уже, и никого просто не пускают туда. Вот. Но, тем не менее, это они отстранились, это не то, что вы уже боитесь туда заходить, они просто не пускают. Ну, туда полиция, правда, пришла, потому что посчитала, что это ненормально, вот, с точки зрения закона. Но, тем не менее, вот мне пока не попадалось такой информации, чтобы уже были просто страшный район, потому что зайдешь, а там по шариату ты должен быть вот такой-то. Разве что Чечню вспомнить, которая на весь мир сообщает, что чтобы приехать в Чечню туристу, надо изучать там какие-то правила, там то ли шариата, то ли поведения. Ну, то есть, ты летишь как бы в гости не в Россию посмотреть, а в какую-то исламскую республику, государство. Как-то они так себя презентуют, что, в общем, вроде как не Россия. Хорошо это или плохо, уже опять же пишите своей страны. Я вообще не люблю за кого-то говорить. Может быть, чеченцы считают, что они уже отделились. Я так просто помню, что они отделились. А потом выяснилось, что нет. Они решили отделиться вместе с Дагестаном. Я это понимаю. Ведь они сами как-то ничего себе не находили любопытного. Даже религии с ними поделились те самые дагестанцы, которые, ну, более, скажем так, приобщены к существованию того, что за лесом есть жизнь, есть другие народы, у кого-то что-то может почерпнуть. Вот. Ну, в общем, кто у кого что почерпывает. Но они почему-то решили напасть на Дагестан, и таким образом, ну, просто был момент, когда они уже практически воспринимались не как Россия, так напоминаю. Надеюсь, Кадыров меня не будет ругать, он говорит, были сложные времена, я не знаю, были сложные они или нет, но это, наверное, сложно. Уже встречались с королевой там, и осталось только пограничные столбы поставить. На это уже не то, чтобы закрывали глаза, все были уверены, что, ну, какая-то техническая работа ведется. А потом они такие, мы напали, срочно, давайте нас обратно. Ну, как-то не знаю, да. Такой сложный момент, опять же, да, для кого-то чувствительный, поэтому я, наверное, такими отстраненными фразами, с кучей оговорок, пишите со своей стороны, опять же, как это видите вы. Но свободу ведь потерять всегда легче, чем приобрести. Ну, так, добавил бы в философском смысле. Берегите себя, процветание, свободы, конечно же. И не стоит забывать того, что было, по-моему, Цицероном сказано, что добиться свободы законным методом может только в том случае, если свобода уже защищена законом. Вот наговорят всякие цицероны, а нам с вами расхлебывать.